Самые сильные моменты обычно не попадают в объектив. Да, они не должны. Но они остаются с тобой надолго. Навсегда. 3 месяца назад мы оставили нашего ГГ с доброй мордой отдыхать в Турции. Добро пожаловать в продолжение нашего путешествия, которое начиналось как дорога из Дубая в Исландию. Но в какой-то момент стало уже не так важно, куда именно ведет эта дорога. Thank you. Началась вторая фаза нашего путешествия на ГГшике. Будут изменения, о которых я расскажу чуть позже. Ну а сейчас, пока я нахожусь в метро у аэропорта, и мне нужно сделать 3 станции до места, где ГГшечка хранится. Он меня на одну станцию свозил и обратно привез в аэропорт. Сейчас попробую на второй поезд сесть. Посмотрим. Доехал я до Текели со второй попытки, но доехал. Сейчас очень хочется, чтобы здесь было такси, чтобы мне не пришлось пешком топать 4 километра. Нету такси, Uber ничего мне не может найти. Вот уже 10 минут ищет. В первой попытке сказал нет никого, вторую запустил. Ну, скорее всего, тоже опять никого не найдет. Нашел автобус. Будет где-то через 20-25 минут, наверное. Если, конечно, Google правду показывает в этой деревне. Чем идти пешком 4 километра. Это, считай, час, да еще с нагрузкой. Подожду 20 минут и посмотрю, что там за автобус будет. Гля, и правда, 701 подъехал. Я тогда на нем и поеду. Вот и доехал быстро на автобусе. Пешком я бы, наверное, часа полтора топал. Тут мало того, что с чемоданами, да еще и в горку пришлось бы топать. А сейчас вот здесь уже где-то в Рехаусе кто-то метров 150. Мы договорились на 10:30. Сейчас 10. А вот я еще полчасика у меня есть подождать. Надо собрать шлем, потому что все эти подушки с него снимал, отвозил домой, чтобы помыть. Во-первых, не пылились они здесь, во-вторых, помыл дома, постирал от пота, от пыли, чтобы чистые, свежие были. А сейчас шлем соберу. ГГшку еще не заводил. Самый интересный момент впереди. Как ГГшечка себя поведет, заведется он или нет. Хорошая контора оказалась. ГГшка вроде в полном ценности и сохранности. Конечно, посмотрим еще, но я надеюсь, все хорошо.
Очень они юзер-френдли. Сегодня воскресенье. По идее, они не работают. Я их попросил, говорю, так, мол, так надо мне забрать в воскресенье. А почему мне так важно воскресенье? Потому что завтра понедельник. Я забронировал ГГшику прям с самого-самого утра ТО. Потому что в Измире есть официал, чтобы сделать ТО. У него сейчас, по-моему, 18 с чем-то. ТО 20 сделал чуть пораньше. Потому что дальше официалов уже не будет. А ГГшкой на гарантии ему нужно пока официалы, чтобы ТО делали. После такого все время возвращаешься к одному и тому же. Снова и снова прокручиваешь тот день. Пытаешься вспомнить каждую секунду. Ищешь то самое место, где все еще можно было что-то изменить. Поехать медленнее. Остановиться раньше. Зачем была нужна та дорога? Что угодно. И остается только одна мысль. Это все из-за меня. Ну все, сделали мы ТО 20 с ГГшиком. Тут мне даже поставили печать в книжечке. В Дубае такое не ставят, здесь поставили. И что интересно, у меня есть сервисный контракт на 50 тысяч километров в Дубае. Здесь они его увидели и говорят, ничего не надо платить за ТО. Все проходит прям вообще поражен. Респект BMW. То есть один контракт вообще по всему миру действует. Очень приятно. Ну все, мы готовы. Поехали на восток, в сторону Грузии. На сервисе BMW говорю, что я проезжал через Иран. Они мне подарили очиститель топливной системы, чтобы я залил ГГшку, почистил. Устанавливаю обратно защиту. Я ее снимал перед ТО, потому что вот головку цилиндра разбирали. Во время 20-тысячного ТО меняют свечи и проверяют зазоры клапанов. Поэтому я снимал, чтобы им там не мучиться с защитой. Сам снял, сам поставил. Сегодня у нас пункт назначения город Бодрум. А едем мы туда через городок Сельчук. Почему Бодрум и Сельчук? Правильно, потому что мы находимся в Турции, и в Турции находятся 2 из 7 чудес света. Именно вот в этих городках. Соответственно, в Сельчуке храм Артемиды, развалины этого храма. Чудеса света, сохранившиеся, это только египетские пирамиды. А в Бодруме мавзолей Геликпарнаса, если я правильно запомнил. Соответственно, тоже развалины. Едем мы небольшими проселочными дорожками. Сельчук находится прям недалеко от Измира, километров 50 по прямой. Но вот такими дорожками, может быть, 60 получится. Там, я не знаю, плюс-минус. Проезжаем через какие-то колхозы, фермерские хозяйства. Вот растут оливки, гранаты,
Некоторые гранаты прям сильно красные уже, то есть сезон подходит. Недалеко от храма Артемиды есть старый древний город Эфес. Сейчас мы в него зашли, здесь гуляем. Стоимость входа 40 евро. Ну, с одной стороны, конечно, интересно походить, посмотреть по развалинам. Но я пока не знаю, стоит на 40 евро или нет. Пока посмотрели здесь амфитеатр такой же, как в Петре. И там в Омане был. Вот, и другие развалины. Этот город поистине великолепен. Уступает разве что только Рим. Сама великая египетская царица Клеопатра и римский полководец Марк Антоний бывали в Эфесе. Только представьте всех, кто некогда ходил по этой улице. Торговцы, моряки, музыканты, воры, политики, философы. Более половины населения города составляли рабы. Да, вы же не думали, что благородные эфесцы работали сами? Значит, получается, этот античный город Эфес, он был... Как ее зовут-то? What's that name? А? Артемида. Артемида была покровительницей этого города Эфеса, в который мы сейчас, соответственно, поедем. Вот они, этой богине, построили такой супер-супер красивый храм после первого пожара, что наш стал одним из 7 чудес света. Там вон еще километров сколько-то, я не знаю, идти дальше по этому городу. Но мы решили, что достаточно здесь гулять. Время уже 3:30. Нужно ехать в храм Артемиды успеть. А еще же у нас Бодрум. До него еще ехать и ехать километров 180. Так что закругляемся здесь, в этом парке. Ну, наверное, оно стоит 40 евро потратить, так походить, понять, что к чему. Я думаю, оно стоит. Интересно так погулять. Вот все вот это вот все эти колонны. Это же старое-старое. Вот оно. Чудо света. Храм Артемиды Эфесской, покровительницы того городка, в котором мы только что гуляли. От него тут буквально километра 3. Когда там на тот город напали враги, они отсюда до Эфеса протянули веревку. Враги эту веревку увидели, испугались, что Артемида этот город покровительствует, и перестали нападать. Там что? Аист наверху гнездо свел. Ага. А тут так местечко-то небольшое, он не слишком большой был, этот храм. Что тут? По нашим меркам это совсем маля-пусто, уютно. Там дядька книжку продает, как было и как стало, такая прозрачная такая. Открываешь, как сейчас, и там вот эта колонна нарисована, она вторая, по-моему, была. А где тут получается? Вот там еще одна колонна была.
И здесь еще несколько колонн. Вот так, видимо, он стоял. Вык, колонны были. Вторая, по-моему, у нее в книжке была. 15 евро стоит книжка. Ну, прикольная книжка, конечно, почитать. Некуда, места у нас нет. Можно было бы 15 евро отдать. Так прикольно, так пик-пик-пик. Крышечку ставим. Второй чудо света в список вошло. Первое были пирамиды, которые в Египте. Вторая чудо света. Просто пустырь заброшенный. Кто-то он рядом там, кто-то живет там или что. Прям рядом с чудом света. Вот кто-то тут огороды сажает. Прикольно. Тут как поле пахнет скошенной травой, сеном. Ну прям луговые такие запахи, ощущения, как будто гуляешь по лугу, а не по одному из семи чудес света. Сидим на античности, выбираем, где покушать здесь, в этом городе. Как город называется? Вот the city name. Сельчук. Сельчук. В городе Сельчуки. Здесь, кстати, вот тут у меня кошачья столовая. Вот кошачий корм раскидан, а вон спит на античности. Ест на античности, спит на античности. Кошак. So let's go this one. 5 stars. Yeah? Все, нашли какую-то харчевню, написано 5 звездочек, 100 ревьюшек. Я попробую, чем там кормят, и помчим дальше. Very, very good. Thank you. Yeah. Milky taste. Gözleme. Слойка с сыром и зеленью. Вкусно. В общем, мы подумали, время уже без 2 минут 5, по-моему, этот мавзолей Гея what's that name? Which one? Artemis? No, second one. Second one. Гаспер. Mausoleum of Mattei. В общем, следующее чудо света уже будет закрыто. Поэтому мы сейчас двигаемся в направлении этого Бордум. Там ищем, где заночевать. А завтра с утреца уже на вот это, на букву Г чудо света. Вина всегда приходит первой. Она громче всех. Но ей не важна правда. Ей важно сжечь твою силу. Ты оказываешься в комнате внутри себя, где все время звучит один вопрос. А если бы? В этой комнате нет выхода, только зеркала. И в каждом другой поворот событий. Если бы стравился, если бы купили другие ботинки, если бы Ню пошла там пешком. И сколько бы ты в них не смотрел, прошлое не изменится. Мы нашли кампинг километров 25 от Бодрума на берегу моря. Расчетное время прибытия 20:49. Мы там должны быть. Кампинг оборудованный. Посмотрим, что там
точки зрения оборудования он из себя представляет. По крайней мере, обещают душ. А душ это хорошо. Перед сном помыться это, конечно, милое дело. Больше ничего и не нужно, по большому счету. Палаточка у нас есть. Все с собой. Утро только началось, а уже прям шибко тепло. Прям совсем тепло. Недалеко от нашего кампинга вот такие вот камни здесь. Вот можно увидеть. Вот мы сейчас поедем в мавзолей Гили-Парнаса. Вот камни для него отсюда тащили. Вот здесь, прям возле моря, туда вверх поднимались. То есть километров 15 на животных. Вот такие вот огромные камни перли туда. Еще вот здесь вот заси. Вот здесь вот прям вот совсем рядышком вот здесь вот море. И от моря до Бодрума туда таскали эти камни. So how's you like it? No, cannot recommend. Cannot recommend. No comment. No comments. Пришел бы я сюда, если бы заранее посмотрел картинки на Google Maps. Честно говоря, даже не знаю. С одной стороны, по большому счету, вот тот же Эфес и вот это, он ничем не отличается. Такие же руины, такие же колонны, все то же самое. Но так, чтобы иметь понятие, что такое чудо света, точнее остатки от него, оно стоит. Кстати, заплатили мы, по-моему, $230 за двоих, кажется. То есть 110-115 с рыла. Но с какими-то копейками заплатили. Но жарко, прям сильно жарко. Когда сюда подъезжали, КГшек уже показывал 40. Сейчас полдень. То есть должно быть еще жарче, часам к 12, к 2, к 3. Ну все. Здесь, я думаю, мы отстрелялись, попрыгали дальше. Остановиться, сразу потеешь, мгновенно весь мокрый. Когда едешь, еще более-менее ничего. Тут вот сверху, точнее вот сбоку по плечам ветерок дует, остужает. Ну вот шлем откроешь, забрало,
Ветер такой суховей. Как-то тяжело с ним, с открытым долго ехать. Даже на небольшой скорости, там 50 км в час, сушит физиономию, кожу, не знаю, лицо. В общем, ощущение, что ты какой-то весь сухой, как песок, закрытым поприятнее. Оно сильнее потеешь, но как-то не так сухо. Лучше ехать. Сейчас 3 часа дня и 43 градуса тепла. Not broken. На ушиб или что это такое? Больно. Не справился с управлением на вот этом нисходящем серпантине. Упал. На тот?
Оказалась очень полезная штука. Мне ее посоветовали в Ютубе. Кто бы ты ни был, спасибо тебе, добрый человек, за такой дельный совет. Помогла. Усилий близко к нулю требуется, чтобы его поднять. Хоп-хоп-хоп. И готово. Место. Ну, кое-какое место оно занимает, конечно. Вот такая вот сумочка. Вот размер сумочки. И так ладошка. Ну, в таких случаях прям незаменимая. Вот она вот складывается вот так. Это вовнутрь входит. Где-то здесь, вот сюда вовнутрь входит. Это в этот внутрь входит. Все просто замечательно. Так что мы ГГшика подняли. Теперь надо на этого самого ГГшика сгромоздить ню. Да? My leg? Not working. My leg is strained. Потихонечку будем продвигаться. Сегодня мы тогда постараемся найти отельчик, чтобы там посмотрели, залечили без кемпинга. Сейчас на асфальт выберемся и посмотрим, какие есть варианты по отелям, как там цивилизация складывается. Опасный участок решил пройти без пассажира. Мы попробовали разные варианты. Вроде как с палкой проще всего прыгается. Go. Be careful of your leg. Be as one single piece with the bike. Your legs will not go underneath the bike. It's very high. Bir tane de antibiyotik. Stomach protector. Anlamadım. The screw is for here. Okay. The two ones is from the back one. The hardest one was that. Yeah. This is half.
Yeah, there are 3 screws, but 3 more. Okay, the upper side. Yeah. There are 6 screws there and a longer plate there, and this is the side one here. Okay. The outer side. Yeah. And this one, as I told you, these two bones are separated, Okay. and we Make it together. make it together and screw it. And the one that you should remove at the 10th week, 2.5 months, this screw. Okay, okay. It's a small operation. It's Okay. just they open there and with local anesthesia and okay. Многим в жизни придется оказаться в точке, где один лежит, а другой сидит рядом и не знает, что делать. Все будто сломалось. Сейчас просто другая глава. А путь, он продолжается.